Всем доброй ночи, друзья мои. На фоне вот этого красавца Анчутки, то есть полудемона, полусущности, рожденного, как их называют, духи заболотные, из гиблых мест, которого потом позже намного стали называть чертями. Ну, не столь важно. Почему вот этот злой дух здесь присутствует? Хочу подарить вам работу, которая на Востоке издревле называлась сундук шайтана или сундук джиннов. По-разному у разных восточных народностей. Приходил колдун по приглашению хозяев дома, ставил сундук на стол, клал туда черную материю и начинал подметать дом с определенными заклинаниями, подметал и мусор кидал, значит, внутрь этого сундука. И нужно было подмести весь дом. Не двор, а именно дом. Все углы, все, ну, как обычно, подметать, только вместо мусорного ведра, может, в древние времена мусорные ямы были, куда выносили мусор. Кидалось это все в этот сундук, в эту черную материю. Потом завязывал узелком, закрывал и уносил. И это оставлялось под деревом определенными словами. После этого дома несчастья прекращались. Если болели люди постоянно, переставали болеть. Если деньги уходили в никуда, собираться начинали. Если в доме мужчины не могли жениться, а женщины не могли родить детей, то все исправлялось и возвращалось на круги своя. Никто не знал, что говорил в этот момент колдун, когда он проводил этот ритуал. И за такие работы давали им большие деньги, потому что знали, что обязательно все, что в семье накопилось, осталось, и все, что мешает этой семье жить, обязательно уйдет, и начнется новая жизнь. Моя жизнь сложная и непростая еще по одной причине. Это плата мне за то, что я очень многое раскрыла магии и дала людям абсолютно даром. Люди об этом не знают и, может быть, и не поймут это. Обычно жертвенность никто не понимает. Помните сердце Данка? Когда он вырвал свое сердце, осветил дорогу, а люди, топча его под ногами и разбивая его сердце, рванули вперед. Каждый человек, который что-то делает для общества, для людей, для народа, он подобен Данка отчасти. Если ты начинаешь помогать обществу, ты многим рискуешь, потому что люди, которым ты помогла, не желая быть благодарными, могут тебе навредить. Как в той легенде, когда пришли, постучались в двери, умоляли ведьму спасти ребенка, а потом на нее уже донесли и отправили на костер. Понимаете? И она сказала: вот если бы я не пришла на помощь, и твой ребенок бы умер, сейчас меня бы не вели на костер. Хотя это легенда, потому что на самом деле ведьм никто не вел на костры. На кострах горели неугодные, а у ведьм всегда есть инструменты, сила и возможность избежать этого всего. Но просто символичное такое, знаете. Так вот,
Я очень многое дарю и подарила, и подарю еще. Очень много того, за что в древние времена брали целую, как бы сказать, целое состояние ради того, чтобы провести это и помочь людям. А я это дарю. Конечно, есть люди, их немало, которые благодарят и откупаются им. Отчасти, скажем так, это бремя у меня забирается, потому что если люди сохраняют обратную связь, идет такой вот энергетический обмен. А иначе ты опустошаешься, ты только отдаешь, отдаешь. И дело не в материальном, потому что материальная тоже энергия. Все это энергия. Поток благодарности, оно отчасти компенсирует это состояние. Но в общем и в целом жизнь таких людей, как я, очень сложна именно по той причине, что они отдают всего себя миру, народу, перетерпевая ради этих людей и преследования, и опасности. Потому что когда ты становишься общественным человеком, ты уже мишень. А по-другому невозможно дарить, если ты будешь прятаться в тени. Однажды я сказала себе, что истина не пленница, чтобы сидеть в тюрьме или в темнице. Истина должна показываться людям, хоть иногда. И вот с таким девизом начала вам дарить и показывать истину, что на самом деле есть магия. По-моему, Коко Шанель говорила, меня начали копировать, и это очень приятно. Это говорит о том, что я настолько интересная и настолько мои работы замечательные, что начинают меня копировать. Я могу отчасти так говорить, но не всегда приятно, когда ты открываешь новые книги магии и начинаешь видеть там грузинский ритуал, хотя там ни одного грузинского слова нет, но так назвали, что-то свистнули. Когда ты видишь название там «Вызов девов», когда люди понятия не имели, кто такие девы. Я первый человек, который сказал, что девы – это кавказские стражники гор, это определенная каста демонов, демонических созданий. И они делятся на темных и светлых и так далее. Это немного не очень приятно, потому что ты понимаешь, что обнуляется твой труд. Дешевые такие вот, знаете, подражания, они портят общую картину, но это не для широкой публики, эти книги, поэтому надежда на то, что, то есть, не распространится, велика. Вот я к чему веду. Веками проводили этот ритуал, и называлось это сундук шайтана или сундук джиннов. И брали за это золотом, деньгами, серебром, по-разному в разное время. Обычно, когда я отдаю нашу семейную работу, я иногда получаю немного по шапке. Но в данный момент я думаю, что я уверена, что мне особо так ничего не будет, потому что я, прежде чем такое дать, я спрашиваю эти души, родных и близких. Они, конечно, напротив не сидят, не разговаривают. Они приходят во снах. Это даже сном не назвать, это такое междумирие. Настолько они яркие, эти все необычные сны. На днях мне пришло такое видение, когда человек с ножом на меня напал. Я прям чувствовала даже дыхание вот этого человека,
который стоял и вот просто этим ножом мне грозился. Причем такой огромный нож, такой, знаете, острый, как военный такой солдатский нож. И возникли два человека из ниоткуда, таких рослых мужика, схватили его за руки и держат за плечи. Я подхожу, хватаю за лезвие этого ножа и, значит, этот нож отбираю. Я даже удивилась, что я не порезалась. Но я это посчитала добрым знаком, значит, преодолею я трудности или преодолеваю, естественно. Это всегда означает победу над врагами и над недругами. Потом сон, конечно, продолжился, и вот в следующий момент мне показывают вот этот сундук шайтана. Я давно хотела подарить, но немного сомневалась, надо ли, потому что один раз за наш вот это вот семейный заговор от сглаза я так получила, что мало не покажется. Ну, поэтому я немного так переживала, надо ли. И потом, после этого сна, мне показывается, значит, вот этот сундук стоит. Я вижу всю эту сцену, как мужчина в каких-то странных одеждах, таких, знаете, средневековый Восток, арабский мир, вот и так далее. И вот он там подметает и что-то там бубнит, нашептывает, этот пыль туда бросает и так далее. И для меня это был знак, что я, ну вот после этого сна, после преодоления какой-то трудности, не буду сейчас говорить, потом скажу, то, что я вас не беспокою своими проблемами, вы уж не думайте, что мои враги дремлют, и они уже успокоились. Нет, нет, они все время пытаются мне навредить, у них ничего не выходит, и моя жизнь вечная борьба. Просто я не считаю нужным своих подписчиков как-то беспокоить, сама решаю пока, и нормально все. И мне как бы это был знак, что после того, как ты преодолела, можешь отдать людям эту работу, как знак благодарности миру. Потому что это стена благодарности и стена любви, которая есть ко мне. Любовь заслуживает, его невозможно потребовать, понимаете? И она есть. Если к другим ведьмам испытывали какой-то страх, уважение и так далее, ко мне испытывают любовь, я это чувствую. Не знаю, насколько я это заслужила, но это правда. Это правда. Очень многое, о чем я хотела в своей жизни, мне дали. Я благодарна судьбе за это. И вот эта вот стена любви, она должна пропитываться и моими работами. И я их даю, конечно, все время, эти работы. Но, как любой творческий человек, у меня такое ощущение, вот так, знаете, такое вот самоедство. Мне все время кажется, что мало, надо еще больше людям помогать и так далее. Это из книги теней моей прабабушки. Я позже, конечно, намного позже поняла, что это на арабском языке. Не знаю, насколько я правильно прочитаю, но постараюсь. Потому что я ни разу не слышала. Я видела, как это делали. Еще была маленькая. Это делали у нас у знакомых. Подметали, что-то там делали в этот сундук. Я даже удивилась, что в сундук собирают. Я думала, игра какая-то. Ну, я так и потом забыла этот момент. А потом нашла вот это вот написанное сундук шайтана и сундук джинов. Два названия, видимо. Но это записывала либо моя мама, там переписывала со слов, либо тетя моя, кто-то из взрослых записывал именно, то есть на армянском языке, армянскими буквами, но арабские слова. Спросила у людей, примерно как бы это сказали, отдать все бедствия, все джинам, шайтану и так далее. Что нужно делать? Вначале уже сказала вам. Купите, не торгуясь, сундучок какой-нибудь, который закрывается.
Потому что после того, как вы это сделаете, вы не должны открывать этот сундук. Вы должны закрыть, запечатать, все. И не открывать, выносить из дома. Хоть и говорят, что ссоры из избы не выносят, но в этом случае вынесем и избу спасем. Значит, это надо делать днем, не вечером. Днем надо выносить, пока солнце не село. Подметайте комнаты своего дома. В каждой комнате по одному разу начитывайте, когда подметаете. Вот можете начитать и начать мести, чтобы вам легче было. Опять начитали, начинайте мести. Все комнаты, начиная от туалета и все, что у вас есть. И приносите, то есть это собирайте, этот пыль, мусор, и собирайте в этот сундук. Стелите туда черную ткань и собирайте. Туда кидайте этот мусор. В конце, когда все закончилось, завяжите в узел, закройте и не открывайте больше. И выносите из дома. Можете в сумку положить, можете сесть в машину, поехать куда-нибудь, неважно. Приносите, оставляете, значит, возле дерева и сверху читайте 6 раз остальную часть заговора. Уезжайте подальше от мест, где обитают люди. Если кто-то заберет, сейчас вопрос возникнет. А если заберут, ничего страшного не будет. Заберут это, вытряхнут, сундук себе заберут. С этими людьми ничего не будет. Это ж не перекид. Это вы выносите из своего дома. И как только она попадает на землю, как только ставите на землю, оно как бы обесточивается. Она обнуляется, это все. Уходит в никуда, уходит в пространство. И после этого, кто бы его ни взял, ни коснулся, этому человеку ничего не будет. Итак, да, еще один совет. Поскольку в наше время иногда бывает, что некие товарищи зачастили ходить по деревьям, что-то закапывать, что-то оставлять, иногда патрули дежурят. Такое может быть. И могут спросить, что это. Ну, если спросят, потом, конечно, можете переделать эту работу, потому что она уже нарушена. Не надо никуда убегать в истерике. Скажите, это магия. Откупилась под дерево. Заговор, ритуал сделала, вынесла беды из дома и оставила. Пускай идут, открывают, смотрят, если им интересно. Может быть, покрутят у виска, но, по крайней мере, ничего другого не будет. Бывает такое. А лучше перед выходом начитайте морок, чтобы вам никто не мешал и никто лишний там не появлялся. Поставили на землю, отвернулись и ушли. Не нужно там монеты оставлять, ничего не нужно. Просто вот начитали 6 раз и ушли оттуда. И старайтесь долгое время вообще никогда в этих местах не появляться. Поэтому и говорю, унесите подальше от дома. Насколько это возможно. И вы увидите, как быстро из вашей семьи, из вашего дома вот эти нескончаемые бедствия просто исчезнут. Итак, по слогам прочитаю так медленно, чтобы вы могли записать. Извиняюсь за медлительность, у меня просто обострилось снова. Уже конец осени, зима, и вот это вот невроз. Для того, чтобы все время не шмыгать носом, я останавливаю, и как бы этот момент проходит, потом продолжаю. Слова следующие. Кенсон, кенсон, кенсон. Кулу шай ин шарюр. Апа аджмае. Фи алзвая. Алзавая, да. Элзавая, фу, извиняюсь. Ночь, уже темно. Уже сказывается усталость. Еще раз. Кенсон, кенсон, кенсон. Кулу шай. Ин шарюр. Аба ачмае. Фи эльзавая. Кенсон, кенсон, кенсон. Кулу шай. Ин шарюр.
апа аджмае, фи эльзавая. Еще раз. Кенсон, кенсон, кенсон. Кулу шай. Инша шарюр. Апа аджмае. Фи эльзавая. Это вы начитываете, когда подметаете. Принесите, значит, посыпьте, с каждого угла, с каждой комнаты сыпите туда, в этот сундук, в эту черную материю. Вынесли из дома, оставляйте под деревом и говорите: от рук ал-садра, анаиети, ал-шара, лиль-шайтани, виль-джини. От рук ал-садра, анаиети, ал-шара, лиль-шайтани, виль-джини. От рук ал-садра, анаиети, ал-шара, лиль-шайтани, виль-джини. 6 раз сказали, оставили сундук и ушли без оглядки. И в очень скором времени бесконечный поток бед и то, что в вашем доме ссоры или какие-то там остановка каких-то дел, работ, даже если вы не работаете, но ваш муж работает или сын, и у него какие-то проблемы, это остановится. Это не панацея от всех бед, но на очень долгое время остановится это все, чтобы вы могли восстановиться, привести себя в порядок и уже с новыми силами жить, бороться и призывать удачу. Потому что время от времени все это копится в семье, понимаете? Вы живете хорошо, если вы ходите, если вы людям не интересно, как это вам дается, что это бессонные ночи, что это подорванное здоровье, что они едут, отдыхают, а вы не можете себе это позволить, что это ответственность, что это надо свою работу выполнить, иначе будут проблемы. Людям это не интересно. Они видят, что вы хорошо живете. Вы машину купили, дом строите, дети учатся, все. Этого достаточно, чтобы начать вас ненавидеть. Просто потому, что вы не такие, как все. Просто потому, что вы хотите лучше жить. Понимаете? Даже за это. И начинает накапливаться вот эта вот ненависть, начинает накапливаться зависть, вот эти черные посылы, это желание там чего-то плохого и так далее. И через некоторое время в семье начинаются проблемы. Начинаются ссоры, начинаются затраты, начинаются болезни, начинаются на работе какие-то проблемы и так далее. Время от времени проводите подобные работы. Убирайте из своей жизни вот это вот слой за слоем, вот эту вот черноту, которая оседает и остается. Его надо обязательно вычищать из своей жизни. Желаю вам удачи и всех благ.